хороший бизнес должен быть вовремя продан. Достал нож и режь там и вот это вот все, понимаешь. Сборщик-полировщик, это не на станке. То есть это, ну вот опять где искать, кого искать. Это либо дано, либо не дано. Итак, друзья, это будет длинное видео, это Лазеркат подкаст, мы так его называем. Антон Волков, мой соведущий, Виктор Шаров. Антон, напомни, про что у нас будет подкаст. Подкаст у нас про столярное дело, про DIY, про производство, про... Про ЧПУ не будем разговаривать? И про ЧПУ в том числе. Это же Лазеркат. И сегодня у нас в гостях Виталий Погарцев. Да, привет, ребят, всем привет. Тут будет небольшой профайл. Виталий Погарцев. Ножевых дел мастер из Екатеринбурга. Автор YouTube-канала «Мужская берлога». Все верно? Ну да. Единственное, вот все, что ты говорил до этого про столярное дело, фрезеровку и так далее, ну, давай попробуем. А как вообще ножи делаются? Слушай, сложно. С чего вообще ты начал заниматься ножами и как ты решил завести свой YouTube-канал? Ну, давай, наверное, начнем с того, что ножами, в принципе, я с детства так или иначе увлекаюсь, да, там, и меня дед воспитал в этом плане очень правильно, что у мужчины должна быть тяга к оружию, вот, у него должен быть с собой всегда хороший нож, хорошие часы. Вот. Где ты рос? Что это за местность? На Урале, Екатеринбург. Ну, Свердловск тогда еще, да, был. Там должно... Такое ощущение, что на Кавказе. Вот там говорят всем, что должен быть нож. Мне говорили, что, типа, если ты вдруг нож с собой носишь, то ты будь готов к тому, что надо будет его применять. Если ты готов к этому, то, типа... Вот, ты знаешь... И не готов, не носи нож. Это очень важный момент, который в корне, на мой взгляд, нельзя так рассматривать. Да? Как тогда, так и сегодня. К сожалению, молодежь, насмотревшись там всяких фильмов и так далее, думает, что достал нож и режь там и вот это вот все, понимаешь? Нет, нож – это мужской аксессуар в первую очередь. А вот есть условно Apple Watch, есть, допустим, какие-то часы со стрелками, которые лишены этих всех функций. Ну вот часы со стрелками, хорошие часы, вот это статус. Вот нож – это также, это аксессуар в первую очередь. Да, но, допустим, ты летишь, тебя же не пустят с ножом в самолет. В багаж, пожалуйста. Можно. Конечно. То есть в багаж вообще без каких-либо проблем. Здесь важно, что в каждой стране есть свое законодательство. Мы сейчас говорим конкретно вот здесь. Про Россию. Да. И то здесь у каждого СБшника в аэропорту есть свое законодательство в голове, да, которым он не очень хорошо иногда пользуется. Такое тоже случается. Но это отдельная история. Хорошо, давай вернемся к тому, с чего начали. Почему вдруг... да, ты в детстве носил нож, тебе дед говорил, что должен быть у тебя нож как аксессуар, но почему ты всю свою жизнь с ножами связал? Ну, мне это всегда нравилось, так или иначе. Я помню, как-то там давным-давно я даже пытался устраиваться в какие-то охотничьи магазины там на работу. Вот. Меня туда не взяли, о чем они сейчас, наверное, очень сильно жалеют. Да, хорошего лидера мнений потеряли. Ну, тогда еще таким не был, конечно. Мне удалось открыть интернет-магазин ножей ВКонтакте. Я таскал ножи из Китая, когда еще там вот Алиэкспресс был на стадии зарождения, и когда там продавали полную дичь, то, что покупать там было очень опасно, страшно и так далее. Классический Алиэкспресс. Да, как в целом и сейчас, да, но сейчас ты можешь как-то разобраться, что-то вычленить. Тогда это было, вообще абсолютно невозможно, и там было очень много, я не знаю, наверное, материться не стоит, да. Ерунды. Да. А у меня получилось договориться с парой производителей в Китае, чтобы я им засылал деньги через Western Union. Первый раз это было сделать очень страшно, потому что я не понимал, кому я отправляю, куда я отправляю. Там, знаешь, и денег-то особо не было. Какие-то года примерно? Это в районе 2013 года. Я, допустим, 500 евро отправил, то есть они условно у меня лежат там на счету. Я получил какой-то заказ. Я им говорю, ребята, вот такой заказ нужно отправить туда. Дропшиппинг, и они отправляют. У меня, соответственно, эта денежка вычитается из моего там банка, который там лежит. И вот постепенно оно заработало, достаточно неплохо пошло. Я думаю, прикольно. Все, прошло какое-то время, в общем-то, Алиэкспресс стал уже более-менее каким-то вменяемым. И я как прослойка там уже не нужен был совершенно, по большому счету. Но, тем не менее, магазин работал, там что-то какие-то даже деньги приносил. Я думаю, пора его, наверное, продать. Потому что хороший бизнес должен быть вовремя продан.
Интересный подход. Ну, вот. Но он был продан не вовремя, надо было на самом деле на годик раньше это делать, тогда бы раза в 3 дороже я бы его продал. Магазин был продан, абсолютно все деньги были инвестированы в канал. Магазин сейчас работает? Нет, его похерили. Причем там им поигрались буквально там что-то 2-3 месяца. Его мужчина купил своей дочке, в общем, чтобы она чем-то занималась. Вот интернет-торговля, пожалуйста, да. Вот. А ей, видимо, это не особо было надо. Вот. Поэтому там Не жалко? очень быстро его убили. А мне? Да. Ну, я бы все равно сейчас не стал этим заниматься, потому что статус не позволяет возить ножи из Китая и перепродавать их. Ну это просто ты отсек уже, когда этап этот был пройден, ты какой-то понял для себя и такой, типа, все, мне больше это не нужно. Ну да, но я понимал, что уже магазин, он постепенно все равно идет на нет, потому что есть, опять же, тот же Алиэкспресс, и люди научились искать нормальные товары там, они стали там появляться, и потребность в магазине постепенно стала падать. Вот конкретно в таком виде. Его нужно было немножко переформатировать этот магазин. Он мог дальше нормально существовать, Искать зарабатывать крутые деньги. ножи какие-то не в Китае уже. Да? Конечно, нужно было уже начинать общаться постепенно там, с нашими производителями. То есть должна была быть и китайская история в том числе, и плюс параллельно подтягивать еще кого-то. А ты сейчас не хочешь заново сделать новый магазин? Нет, не хочу, потому что у нас будет свой сайт, да, как бы условно магазин, но это свои будут ножи. А свой магазин отдельно открывать не хочу вообще, потому что мы другим деньги зарабатываем. Каждый должен заниматься своим. То есть ты пошел по пути собственного бренда, да? Да, мастерской. Там уже это все вылазит из мастерской, понимаешь? Опять же, это все вылазит из медийки. Мы снимаем не про ножи, мы снимаем про людей, которые стоят за созданием этих ножей. Вот это важно. Это показывают, да не показывают по большому счету. Как сделать нож? Вот, допустим, с нашей мастерской, если мы там дальше забегаем, это изначально YouTube-проект, в котором я решил через себя пройти все сложности создания ножевой мастерской. Я никогда до этого ножи сам не делал. У меня не было никакой мастерской до этого. Да, мы много поездили, много посмотрели, у нас есть много знакомых в этой индустрии, но было важно через себя пронести и показать это аудитории. Ты подглядывал что-нибудь, чтобы такой, сделаю у себя вот так? Да, мы же были на огромном количестве производств. То есть, конечно, это же куча знаний, которые мы впитали во время медийной работы, скажем так. Сначала эти обзорчики «Говорящие руки», а потом стал смотреть других блогеров, не ножевых. Там какой-нибудь Вилсаком, да, которого все знают, там еще кого-то. Валя, вообще круто. Да. И я смотрю, парень снимает про гаджеты, да, там, условно, у него iPhone. И опять же, большинство, они сидят и там тыкают этот iPhone, значит, что-то в руках крутят. А у него стоит камера, он лицом к зрителю, он со зрителем разговаривает, зритель его знает. Я думаю, прикольно же. Почему в ножевой индустрии так никто не делает? Давай попробуем. И мы этот формат, я тогда один этот формат решил обкатать. И аудитория такая, да. Что-то новое. Есть на кого посмотреть. Да, что-то новое, круто. Давай немножко все-таки буду справедлив. Ребята были, кто такое делать начинал, но они были очень... они в техничку больше уходили. А мне было важно со зрителем говорить не с точки зрения твердость стали, сведение клинка, угол заточки, а важно было передать эмоцию какую-то. Я хотел именно так сделать. Я тупо смотрел, что делать Вилсаком, и решил сделать то же самое с ножами условно. Он же тоже в техничку не особо залазит, он эмоции в первую очередь передает. Как сказать? Смотрят его за эмоции, а не за техничку. Согласен, да, смотрят за эмоции, но как найти эту грань, где тебе вроде как и про гаджет или про нож нужно все рассказать и объяснить, и вроде как какой-нибудь прикольчик с ним сделать. Да, здесь это вопрос профессионализма уже. Он со временем приобретается без этого никуда. И, собственно, начал разговаривать со зрителем, зрителю это понравилось, канал стал очень активно развиваться, расти. А как ты в какой-то момент задумался о том, что, YouTube-канал, ты переключился на него, это у тебя стало приоритетное направление, да, ты в какой-то момент задумался, как его продвигать, чтобы он, рос быстрее? Конечно.
Конечно. Что ты делал для этого? Слушай, мы об этом думаем, на самом деле постоянно, так или иначе. Ну, это любой контент-мейкер, да, любой блогер Да-да-да, об этом я для думает. себя и спрашиваю, как вот мой Конечно. каналчик побыстрее вырастить. Слушай, у нас не сложилось чего-то такого, но, на мой взгляд, все-таки самые действенные способы – это какие-то коллаборации. У нас этого особо не произошло, мы там что-то пытались, но делали коллабы, наверное, из ребят в своей индустрии. Ну, это не очень, наверное, правильно, потому что в своей индустрии тебя и так все плюс-минус знают. А нужно вот из более других широкую. сфер, За да, границу которые выходить, да, вот пересекаются. Ну, я познакомился с ребятами из DIY-сферы, хотя раньше мы никак не пересекались. Вот, с Хардвудом тоже дружим. И вот, да, мы делали такой коллаб, мы снимали в Москве как раз мастерской Beaver Knife. Я притащил ребят туда, Честера с Хардвудом. И мы снимали, как сделать нож за один день. Потом мы сняли второй сезон, только уже не с DIY-щиками, а с шеф-поварами. А потом у нас началась... Нет, пандемия была, СВО у нас началось, в общем-то, да. И партнеры, это дорогая достаточно съемка, вот, и партнеры, кто в эти выпуски вписывался, да, как спонсоры выпусков, они такие, ну, мы пока не знаем, что происходит, мы тормозим. Подумаем. Да. Вот. Ну, а каждая съемка обходится действительно достаточно дорого, поэтому мы пока формат этот прикрыли. Ну, а вот эти, мы с чего начали, вот эти выпуски, вот эти коллаборации, они как-то на рост твоего канала влияют? Ты прямо оцениваешь это как-то? Ты знаешь, наверное, с DIY-щиками, да, но я не скажу, что там прямо огромный всплеск был, но интерес аудитории определенный появился. То есть и мои ребята пошли к ним, и их ребята пошли к нам, то есть какой-то вот небольшой обмен аудитории произошел. Сегодня вот буквально утром мне написал, ну, наш подписчик, вот он на СВО, он говорит, слушай, говорит, здесь каждый третий вас знает вообще, как бы, ну, мы с ним лично знакомы, он говорит, мне никто не верит, что я лично вас знаю, тут, говорит, вас знает каждый третий. Вот, ну, черт его знает, ну, вот смотрят разные люди. Опять же, те же самые DIY-щики, допустим, да, там тот же вот Честер, Хардвуд, им это интересно, они это тоже смотрят. Но им интересен нож просто как изделие, да, некое. А тут уже целый канал про это изделие. Опять же, тут очень важно, что мы все-таки не про ножи, мы про людей. Про производство. Понимаешь, и людям интересно посмотреть, допустим, производство разное. Ну, например, у нас в Кизляре находится самое большое ножевое производство в России. Они за сутки могут делать больше 1000 ножей. За сутки. Представляешь объем производства? Вот это интересно. Понимаешь, вот даже тебе сейчас интересно стало посмотреть, как это все устроено. А у нас маркер там стоит в Кизляре. Вот. Интересно. Понимаешь? И вот это вот сплошь и рядом, этого много. Мы показывали выставку, допустим, Сикак в Париже, мы показывали Тьер там во Франции, выставку крутейшую. Мы были на производстве Бёрлер Удехольм в Австрии. Ребята, кто производит, ну, металлургией занимается, из которой ножи потом делают. Это крупнейший холдинг, First Alpine, по-моему, они называются, холдинг. Один из крупнейших в мире, кто занимается металлопрокатом. Сколько вообще видов вот этой стали и насколько есть какая-нибудь супер крутая сталь или есть какой-то стандарт стали, который должен быть в ножах? Ну, типа, как вот мне, как непрофессионалу, понять, что нож крутой, что у него крутая сталь какая-то? Я нашел то, из чего я могу делать свои ножи, то, что меня устраивает, как эта сталь удерживает режущую кромку, как она ведет себя там с точки зрения ударной вязкости, хрупкости, выкрашивания всего остального. Пока это одна сталь, это Elmax. Вот мы ее используем, собственно, на этом ноже тоже она же. И приезжая на Кулиба Клинок, мы свои прототипы выставляли на тесты, которые проводят на клинке. Там заруба специалисты. Вот эти, да? Нет, не заруба. Заруба это немножко другое, это такая больше фановая история. Там проводятся определенные виды тестирования, вот, где участвуют, ну, как правило, практически все ножевые компании, которые выставляются на клинке. Ну, а что там смотрится? Что, выживет ли нож? Тест-драйв какой-то? Да, типа тест-драйва, да. То есть режут разные материалы, проверяют там на арест, на строгание и так далее. А в конце проверяется устойчивость режущей кромки, как себя там нож повел и так далее. Плюс геометрия ножа, как себя ведет во время этих тестов. Ну, типа нож должен очень много резать и сохраниться, да? Не затупиться. Он должен комфортно выполнять те задачи, которые им выполняют. Здесь важна не только заточка, но и геометрия ножа, как он сделан. Эргономика. То есть там очень много факторов. Нож должен быть удобен, много резать и не затупиться. Ну, тупится все. Вопрос насколько.
И вот сейчас мы постепенно там брали какие-то там типа 3-е место, 2-е место. Вот сейчас прошел клинок, буквально вчера он закончился, все, наш нож победил, он занял 1-е место. А вот эта сталь Elmax, про которую ты говоришь, это что за сталь, где она производится и что она из себя Это представляет? австрийская сталь, это вот как раз завод Бёллер Рудехольм, где мы в том числе были, снимали материал об этом производстве. Это достаточно хорошая пластичная сталь, относительно недорогая, относительно. То есть это такой средний ценовой сегмент, скажем так. Вот. Но при хорошей термообработке, это отдельная история касаемо термообработки, у нас есть не так много специалистов, которые, ну, прям вообще боги в термичке. Вот. И один из таких богов термички термичит нам железку. Вот. И вот при правильной термообработке она показывает вообще потрясающие результаты. Это нержавеющая сталь? Условно нержавеющая. Мы всегда считаем, что полностью нержавеющих стали не бывает. Ну вот в нашей индустрии мы вот так относимся к этому. Хотя есть там гораздо более нержавеющие там и наоборот. Это условно нержавеющее, это такое нечто среднее. Я почему спрашиваю, это если нержавеющая, значит мы на ней можем цвета побежалости, да, получать Можем. и делать цветную маркировку. Мы обязательно это с вами попробуем и протестируем. И это вы увидите уже на нашем канале. Вот мы коллаборацию и сделали. Вот Опа! так подписчики и набираются. Да. Короче, не суть. Чем у тебя твердость стали больше, тем сложнее будет тебе его точить. Если очень по-простому. Зависит от мастера, как он будет делать этот клинок, как он будет его термичить. Зачастую пытаются эту твердость сделать максимально высокой. На мой взгляд, это неправильно. Он будет долго резать, но когда он затупится, ты его точить затупишься, мягко говоря. Потому что действительно это будет сложно. А во-вторых, при большой твердости у тебя увеличивается хрупкость стали. То есть он у тебя может просто сломаться, выкрошиться. Здесь очень важно найти вот такую золотую середину. Какая золотая середина для обычного кухонного универсального ножа? На самом деле, Режет помидорку хорошо. на мой взгляд, плюс-минус для любого ножа, там неважно даже кухонного, не кухонного, это где-то от 58 до где-нибудь 61 единицы по Роквеллу твердость. А что это за единица? Ну, это единица измерения твердости. Понял? Ну, нет, я понял, да, он должен быть, типа, сталь определенной твердости, но у кухонных ножей она разная, а как ее вот, ну, типа, могу ли я прийти в магазин и сказать, а можно мне около 58, чего? Единица твердости. Единица твердости, пожалуйста. Зачастую на ноже маркировку, да, сколько. Либо если, ну вот если мы говорим просто вот в магазин ты придешь, я не помню, по-моему, даже вот там в Икею, я не знаю, часто, по-моему, у нас не работает же, да, Икея? Не, ну я видел просто нерж написано на ножах, да. И иногда пишут там, допустим, 58 HRC. Есть ли планы какие-то, типа, ну, после того, как мастерская и бренд типа встанет, не скажешь ли ты так же, как с магазином, это пройденный этап, продаю и занимаюсь теперь ложками, да. Нет, ну ты знаешь, здесь зарекаться в любом случае нельзя, потому что, еще раз, любой хороший бизнес рано или поздно должен быть продан. Все-таки будет продан. А зарекаться не хочется. То есть, ну, давай мы, не знаю, поиграем в такую игру. Вот завтра, допустим, ты ко мне приходишь, говоришь, братан, ну вот тебе там, допустим, там, 100 миллионов, я хочу у тебя забрать мастерскую. Я скажу, на. 100 миллионов? Не вопрос. Ну, я условно, да, то есть, если он придет и принесет там 3 миллиона, я скажу, рад был познакомиться. Всего доброго. Ну, я утрирую, да, то есть, вот, как можно заикаться по этому поводу. Вообще, идея основная какая? То есть, задача выстроить все производственные процессы в мастерской, чтобы дальше это функционировало, ну, с минимальным каким-то моим присутствием. В любом случае я там буду, да, но тем не менее. А с точки зрения канала мне хочется тоже менять, конечно, контент. Мне хочется больше творческого какого-то контента. То есть различные вот шоу, как мы делали, там кривые спуски, да, где там Честер с Хардвудом участвовали. Вот какие-то подобные проекты. Хочется сложной художественной съемки. Но почему именно ножи, типа там, вот у тебя такой характер, типа супер мужской, или там типа ты вот единоборствами занимался, и вот тебе нужен нож, чтобы там, когда единоборств не хватает, чтобы продолжить. Нет, когда ты занимаешься единоборствами, нож тебе не нужен, поверь. Смотри, на самом деле у меня есть своя теория вообще по этому поводу. Вот
мужчина там с самых-самых давних времен, он так или иначе был связан с клинковым оружием. Вот там, не знаю, вот он убил зверя, что с ним делать? Вот он взял камень, его об что-то заточил, пошел его разделывать, правильно? Время шло дальше, да, появился металл, там, стали ковать, еще что-то, куча войн. И порох появился гораздо позже. И огнестрельное оружие появилось гораздо позже. Но что-то типа условно ножа было всегда. И это, на мой взгляд, у мужика заложено генетикой. Это в нашей крови. Просто у кого-то этот геном больше, у кого-то меньше. Слушай, а вот люди, которые любят коллекционировать, не знаю, там сабли, это вот тоже из этой серии или нет? Коллекционеры, да, кстати. О, коллекционеры — это вообще отдельная, на самом деле, каста. И коллекционеры бывают очень сильно разные. Бывают люди, которые думают, что они коллекционеры, а бывают настоящие коллекционеры. Собиратели, типа. Да, да. Вот есть кто собирательством занимается, а есть настоящие коллекционеры. И вот настоящих коллекционеров, их не так уж и много в России. Они, это небольшой, условно, круг людей, которые все друг друга там прекрасно знают и так далее. А что такое настоящий коллекционер? Ну, настоящий коллекционер — это в первую очередь человек, который ищет возможности собрать коллекцию, допустим, одного и того же бренда, полную, да? То есть там так же, как с вкладышами в жвачках, надо все вкладыши Ну собрать? да, да. Вот у нас есть подписчик, очень хороший дядька, вот, он, у него основное, он занимается коллекционированием НЦК. И он там один из крутейших коллекционеров вообще там... НЦК это что? Фигурки японские вот эти вот. И плюс ножи. Но в ножах у него есть, он занимается коллекционированием определенных брендов, опять же. Он ведет статистику, у него огромное количество файлов, какой нож, где был куплен, у кого куплен, когда он был сделан и так далее. Он знает все о каждом ноже досконально. То есть это прям огромная картотека, вот прямо на каждый нож из его коллекции, который он знает, какого ножа нет, он знает, где его можно найти, попытаться и так далее. Вот это коллекционер. А собирательством занимаются многие. Я все детство, получается, занимался собирательством. И спичные коробки тоже, я не знаю, откуда они, просто разные. Я их складывал. Да, ну мы все это делали. Это там, хобби, да. Ты вкладыши, ты отлично привел пример, да, там жвачки. А вот эти люди, которые покупают в 23-м году себе саблю, для чего? Они готовятся к чему-то или нет? Разрешите, пожму вашу руку. Отличный тем же вопрос. самым вопросом. Я не знаю. Ну, опять же, слушай, на подарки очень часто покупают. Покупают себе там в коллекции, чтобы у себя дома повесить, действительно, вот с точки зрения интерьера. И на какой-нибудь очередной там пьянке сказать: а у меня, смотри, какая сабля есть. Опасно. Да. Ну, пойдем что-нибудь порубим. Ну, как-то так, не знаю. Так, а вот ты сказал нюанс, к которому мы можем позже вернуться. Это вот про то, что какие ножи можно, а какие нельзя. Вот эту юридическую тонкость коллекционирования, собирательства или ношения ножей. Все ли могут этим пользоваться? Ну, типа на кухне все пользуются, а вот есть какая-то грань между кухонным и другими ножами? Смотри, здесь наше законодательство, оно достаточно в этом плане глупое, но весьма лояльное. Вот у нас в России, потому что в некоторых странах там даже вообще маленький нож в кармане у тебя вообще быть не должен, тебя за это закроют. Да. Вот. У нас оно во многом нелогичное законодательство, но действительно весьма лояльное. Есть порядка, я сейчас точно не помню, может быть там 15-18 признаков, по которым нож может являться либо не являться холодным оружием. Если нож хотя бы по одному из этих признаков не проходит, то он холодником не является. И на самом деле у нас очень мало производителей, кто холодняк делает, потому что на изготовление холодного оружия нужно отдельное разрешение. Заморачиваться этим далеко не все хотят, и далеко не всем это надо. Насколько важно или упрощает, или ускоряет процесс, или уточняет его, делает более каким-то профессиональным использование современных каких-то инструментов производства, как ЧПУ, например? Максимально важная история. Все вот эти вот ЧПУ, там, фрезера и все остальное. Но, опять же, фрезеровка может быть разная. Да? То есть, если мы говорим о деревообработке, там, пластики какие-то и так далее,
Это одно, и это тоже в ножевой индустрии, конечно же, присутствует. Ну вот, допустим, если мы берем на основе вот этого ножа, мы на вашем фрезере делаем больстер вот этот вот. Из чего он, из меди? Из меди, да. Ну, вот. Ну, здесь сразу же хочется отметить, ребята, сколько там у нас, 1,5, по-моему, киловатта шпиндель, мало, берите больше. Не хватает. Вот. Какой станок у тебя? Ну, небольшой, который там, я не помню. На 609 мини. Ну, да, вот, наверное, он. Ну, вот. Ну, в принципе, для ножа-то большой и не нужен. Нет, там вопрос мощности. Вопрос мощности, да. Мы на тот момент, видишь, то есть мы же с нуля с этим всем сталкиваемся. То есть мы сами учимся делать ножи. Мы их не умели делать, мы только сейчас проходим этот путь. И поэтому мы не знали, что этого будет недостаточно. И именно поэтому мы, собственно, и снимаем о том, как мы делаем мастерскую, чтобы людям вот, чтобы они не совершали... чтобы у них была шпаргалка. Если он собрался делать ножи, у тебя шпаргалка есть, смотри. Вот. А на сегодняшний день делаются только больстера. И то, поскольку у нас вот пока станок не позволяет их делать комфортно, мы их сейчас на стороне стали заказывать у ребят, у которых фрезера это делать позволяют. Вот. А ваш фрезер, вот после того, как больстера мы отдали на аутсорс, мы экспериментальные больстера все равно делаем на нем, потому что там форма постоянно меняется, там отверстия и так далее. А сейчас станок пока встал на паузу. Но на паузу встал с учетом того, что просто не под эту модель. Здесь вариант монтажа рукояти. То есть есть вариант, когда собирается монтаж из 2 плашек. Есть из одного бруска обрабатывается. Вот это из одного. И эта рукоять делается на копире, тоже специальный станок, который копирует с мастер-модели. Дальше все равно это руками все доводится, но тем не менее. А вот как раз, который делается из 2 плашек, вот это прям чисто фрезерная история, абсолютно. Ну, а на этом на поворотной оси можно делать, в принципе. Да, это можно делать на поворотной оси, вопрос скорости и финиша. Она еще постобработка, да, так или да. иначе согласен. Вопрос финиша, то есть какой он будет. Если мы добиваемся финиша близкого к вот такому, это круто, но вопрос тогда, сколько времени это занимает. Долго будет делать, да. Вот. К вам вопросик, Антон. Вопрос, если поворотная ось позволит сделать рукоятку с таким финишем, допустим, за час-полтора общего времени, тогда это выгоднее получается. Надо провести эксперимент и сделать Что нам для этого нужно? станок с поворотной осью. Шпиндель на 3 мастер-модель, киловатта. наверное, нужна Мастер-модель, естественно, да, и шпиндель 3 киловатта минимум. Проэкспериментируем. Да. Если у тебя, допустим, какой-то материал, который в листе идет, ты можешь лист бросить, просто включить его и идти домой спать спокойно. Утром пришел, повытаскивал там 20-30 ручек, положил следующий Да, лист. если это металл, то можно на лазере вообще их за секунду просто вырезать. Ручки. Нет? Ну, ручки, да, но металлические ручки никто не использует. Никто не использует? Да, конечно. Ну, на кухонных ножах каких-то, там тоже по-другому технология. А вообще, какие самые считаются топовые ручки, рукоятки? Из какого материала? Ты знаешь, это кому что больше нравится. Это все очень субъективно. Здесь вот используется кап карельской березы и вот такой вот, акрил, скажем так. Есть там различные деревяшки, дорогие, там эксклюзивные и так далее. Есть всякие бивни, зубы мамонта, там моржа, кость жирафа. Там чего угодно. Рукоять — это как раз та часть ножа, на которой стоит экспериментировать. Ты можешь прям поразвлекаться, да. Но опять же надо понимать, что материалы есть, которые практичные, которые непрактичные. То есть, допустим, все вот эти вот кости, там, бивни и так далее, это не практичный материал, это живой материал, он будет гулять, он будет трескаться со временем. Вот. Круто, да, дорого, да, но практично нет. По металлообработке тут уже используются другие фрезерные станки. Как правило, это станки, которые из-за границы к нам приходят. Вот. Тот же самый Хас, например. Вот. Сейчас с Хасом, конечно, сложности, но тем не менее. То есть в свое время все производители, кто может себе позволить купить подобный фрезер, это достаточно дорогое удовольствие. И это дорогое не только с точки зрения покупки, но и с точки зрения его содержания. То есть здесь нужно прям очень глубоко в эту тему погрузиться, очень серьезно разобраться с этим. А ты как лезвие делаешь? На руках. Мы делаем на гидрорезе. Есть разные варианты. Можно на электроэрозии, на гидрорезе, можно лазером резать. Вот. Везде есть свои плюсы и минусы, скажем так, у каждого вида раскройки. Какие минусы у лазеров? Смотри, тебе приходит сначала металл. Минусы у лазера, то, что он будет выжигать контур.
у тебя там термообработка будет другой. По краям будет Да, нагревка. да. Это минус, да? А потом, чтобы убрать это, тебе нужно сделать контуровку клинка, убрать вот этот вот слой обезуглероженного. Дополнительная обработка. Да. У лазера после резки, он, если пойдет на термообработку, у тебя термообработка будет разная по краям и в центре клинка. Мгм. Понимаешь, да? Потому что у тебя там отпуск уже произошел. Там холоднее, тут горячее. Да. Мгм. Ну, тут вопрос просто, кто как это использует. На самом деле есть очень много производителей, кто вообще не парится. Лазером порезали, даже контуровку не делают. И это на самом деле проблема, потому что нож будет очень плохо себя вести. И зачастую бывает такое, что если вот вы купили такой нож, а ты об этом никогда не узнаешь, да, потому что производитель там, ну, кто знает, кто как делает. Ну, вот. А нож выходит на свои нормальные показатели после там 3-й, 4-й, 5-й заточки только. Короче, мы начали с того, можно ли как-то упростить с помощью ЧПУ производства ножей. Можно, но не до конца. Правильно? Можно, но очень дорого, очень сложно. То есть ты впоследствии, скорее всего, тебе будет делать это проще. Но сколько ты потратишь сил, времени и денег, пока ты все это наладишь, можно ли назвать это упростилом, не знаю. Ну, а можно ли, опять же, посмотреть твой канал, перенять твой опыт и взять, например, тот станок, который нужен? Ты уже дал совет не 1,5 киловатта, а 3 киловатта. А еще раз, я сейчас говорю про создание ножа с точки зрения металлообработки. Угу. То есть все-таки металлообработка, ну, у нас в России большая часть, ну, это там, не знаю, 99% ножевиков, это все ручная работа. С точки зрения использования, ну, рукояток, да, безусловно, это можно и это нужно упрощать. Ну, прям это необходимо. Есть у вас какой-нибудь аргумент за лазеры в раскройке клинка? Да, здесь нет наверное, такого количества, чтобы покупать лазерный станок для резки, я считаю. Вот для рукояток фрезерные станки оптимально. Вот для вот этих частей тоже из меди фрезерный станок нужен. Лазерный не вижу смысла. Ты знаешь как, вот, например, есть у нас в России города ножеделы так называемые. Это когда вот у тебя большая часть индустрии городской, это связано с ножами. Это что за города? Это, например, город Ворсма в Нижегородской области. Это Златоуст у нас на Урале. Ну, вот, и Павлово там же в Нижегородской области. Вот если мы говорим про Ворсму, там на 11 тысяч населения больше 260 официально зарегистрированных ножевых мастерских. Только официально по налоговой. Вот, а плюс еще сколько там надомников, гаражников сидит. То есть там, в принципе, этим занимается практически весь город. И как происходит там? У них в городе, там нескольких мастерских есть лазер. Ну вот по всему городу их там, допустим, 2 лазера. Угу. И весь город у них режет. Вот тогда это, Да. наверное, имеет смысл. Кто первый купил, тот и, как говорится. Для больших объемов. Объем, конечно. Ну, а ножей столько Но не зато у нужно. лазера есть другое преимущество, понимаешь? Допустим, гидрорез, когда режет, у тебя рез, он под углом получается. Вот такой, ну, как струя идет. Сквашенность, Да, да, вот это. да. Вот. И это тоже определенная проблема, потому что, допустим, вот когда ты собираешь вот эту вот присадку к больстеру, вот эти плечики подогнать, чтобы это было ровно, это большая проблема. А лазером я могу здесь отрезать прямо четко, и мне то, что у меня там будет изменение по роквеллам. То есть мне на это абсолютно плевать, что у меня там углерод выгорит. Вот это вот нюансики такие есть. Зато выглядеть будет очень четенько, точно. Да. Ну, опять же, оно и так будет, потому что мы все равно заморочимся и подгоним. Просто это времени займет меньше. Я говорю, самое идеальное, самое точное в этом плане вещь, конечно, это электроэрозия. Но это просто очень долго. Нам прям пипец как нужен лазер, ну, маркировщик, да. Почему? Потому что вот мы вроде наладили все в мастерской, все процессы, да. Вот оно вот сейчас собирается. Вот я сейчас приеду, у меня там порядка 30 ножей будут собраны, я надеюсь. Вот. А ножны, все у меня есть, все хорошо. Вот мне нужно вот эти вот ножи вот взять и увезти там 15 числа в Москву. Сегодня 5 мы снимаем. А у меня нету маркера. А я ж не могу вот так вот повезти ножи, потому что там в крупный магазин это поедет. То есть мне нужно сделать маркировку на ножах. Не подписано, что за нож. Конечно. Да? И сейчас мне придется что-то как-то плясать с бубном.
Либо я в Москве поеду к своим там ножеделам, ребятам, которых буду просить, там, пацаны, давайте маркировки мои сделаем. Вот. Либо там в Екатеринбурге буду кого-то искать, где можно будет это сделать. Ну, в общем, это вообще ужасно на самом деле, поэтому лазер однозначно у нас будет. Это даже вообще, ну, прям нужная вещь. Но важно же и другое, что ты можешь не просто ножи подписывать на лазере, ты можешь делать какие-то эксперименты интересные. Вот это тоже хочется. Особенно сейчас такая популярная, ну, относительно популярная история, это какие-то кастомизации на клинках, либо на рукоятках ножей, ну, если это складные ножи, да, там какой-нибудь титан на ручке, с помощью лазера как раз-таки, ну, маркера. Угу. Различные цветные там узоры, там картинки, все остальное. Цвета прибежалости. Да. Самые. Вот. Это классно, это интересно. Плюс, опять же, ты можешь не ограничиваться на ножах, ты можешь делать какой-то мерч, да, который у тебя будет в комплекте с ножом, допустим, идти к заказчику. Ты можешь что-то делать на коже, хотя, я так понимаю, это разные, да, какие-то... То же самое. Вот. Ну, тут уже, да, вы больше разбираетесь. Можно что-то с ножными поэкспериментировать. Не знаю, там, да даже вот у нас нож, он идет в таком тубусе специально, ну, как упаковка. Ты можешь на тубусе сверху, допустим, логотипчик еще какой-нибудь бахнуть, понимаешь? Ну, там. есть же у нас, да, ультрафиолетовый маркер, который и на тубусе, и на... Ну, вообще, либо ультрафиолетовый маркер рекомендую, либо волоконный, но с источником МОПа. Чтобы на коже тоже делать, да? Нет, и на металле. И на металле, и на коже. Да, и на коже, на металле. Вот, просто, по сути, вот для ножевиков маркер – это вот первое, что они должны купить себе. Чтобы их ножи отличались друг от друга. Чтобы отличались, потому что, да, элементарно цвет побежалости добавить, это уже выделяет тебя из огромного количества. Ну да, кстати, можно же лезвие сделать, например, золотистым, да? Да, хоть каким, хоть красным, хоть зеленым. Ну, вот это интересно. Я надеюсь, да, мы с вами поэкспериментируем чуть позже в этом плане. Ну, наверное, нет, это все-таки не первое, что нужно купить ножевику. Давай так, это, наверное, первое, что нужно купить ножевику, если мы говорим про компанию Лазеркат. Про компанию Лазеркат. Вот. Ну, из того, что вот у вас. Смотри, а если мы говорим про то, что, в принципе, должно быть у ножевика, у которого первый станок ЧПУ? Фрезер или маркер все-таки? Насколько ему нужен фрезер? Ну, вот, если мы говорим, допустим, про... Да, ну, маркер, не, парни, маркер, конечно. Ну, потому что у тебя фрезер все-таки это далеко не первый, это уже какая-то там игрушка, которая покупается гораздо позже, когда ты начинаешь автоматизировать производство. А начинаешь ты все равно, все делается руками. Ну, на каких-то станках, но имеется в виду, что все вручную. Ну, вот. Фрезер это гораздо позже. Гораздо. Ну, короче говоря, я так понял, что кастомизация в ноже гораздо важнее, чем штамповка и большее количество, ну, типа, какая-то потоковость, да? Ну, в большей степени, да. Ну, опять же, знаешь как, то есть у тебя, если мы говорим про кастомизацию, то нужно понимать, что все те вещи, которые как-то более-менее достойно кастомизированы, это ценник как бы, ну, уже там хороший. Но и в тебе должна быть дизайнерская жилка, чтобы ты клинок-то не испортил лазером, а наоборот подчеркнул какие-то нюансы, сделал это красивым. Да. Упал оператор у нас сейчас. Как ты относишься к критике? Если тебя прям вот критикуют, надо ожидать, что вот ты воткнешь нож в этого человека? Ты знаешь, я хорошо отношусь к дискуссии. Пишут постоянно всякую дичь. Это как бы на любом канале, особенно чем ты крупнее становишься, тем больше этого всегда будет. Это же твои хейтеры, это же самые преданные твои фанаты, понимаешь? А по поводу ножей из Counter-Strike нож, который тот самый знаменитый. Да, ну, слушай, да и их делают и так, ну как делают, их из Китая в основном таскают. Вот. Нет, конечно. Я в свое время увлекался, на самом деле, керамбитами и вот филиппинскими там единоборствами. Ну, это все, что связано с керамбитом, там, именно связанное с керамбитом. Вот. Но этот нож абсолютно сильно испортили всеми этими КСами и так далее. Вот. Поэтому нет, конечно, мы такого делать не будем. Попса? Дичайшее. Каково быть руководителем? Ты же бизнесмен, вот про эту сторону мы не поговорили. Ты же не один все делаешь? Ну, у нас команда, безусловно. Как ты искал ее? Ну, вот именно людей. Ты знаешь, да как-то, наверное, оно само так происходит. Ну,
Ну, вот у нас люди, на самом деле, у нас не такая большая уж команда, и те люди, которые там с нами, вокруг нас, это люди, с которыми мы уже, по большому счету, ну, не просто там руководитель, подчиненный, мы друзья. Сначала там Саня пришел со мной работать, с Сашкой мы вместе учились в школе. Вот. А потом там другой Саня, с которым мы там занимались там каким-то спортом, там на сноубордах катались, еще что-то. Он пришел уже как партнер. Вот. То есть мы, ну, двое владельцев бизнеса. Вот. Саша подтянул пахана, который вот сейчас сидит за кадром, наш оператор, да, они с ним тоже учились в школе. То есть и вот как-то вот он вот так вот постепенно набирается. То есть у тебя команда своих, как бы. Ну, не все. А как вы делите обязанности, кто чем занимается? Ну, изначально все, в общем-то, определено, понятно. Ну, то есть, грубо Я говоря, говорю, он снимает, все остальные делают ножи. Да, я руководитель и владелец бизнеса. И все, что происходит на канале, так или иначе, это мои решения. Вот. Свои решения я принимаю, посоветовавшись со своим партнером. Не всегда и не все, но зачастую. Вот. Мой партнер, он как бы внутри команды, но он все равно не настолько погружен во все эти процессы. Прям потому что у него есть сам параллельный свой бизнес, да, которым он также занимается. У меня это вот моя работа, это вот берлога, все, что с ней связано. Паша, он изначально приходил на роль оператора и монтажера. Собственно, он этим и занимается, он оператор-монтажер. Больше от него там особо ничего не требуется. Единственное, он у нас умеет работать в Corel, поэтому иногда какие-то дизайнерские вещи тоже на пахана свешиваем. Например, вот сейчас мы с вами поедем тестировать маркеры, да, вот вчера Паша это все там что-то нарисовал, что-то придумал, я даже не видел. Вот. Седой у нас, ну, Саня, он был оператором тоже какое-то время, но сейчас у нас мастерская, и он как начальник мастерской у нас поставлен, соответственно, он руководит теми процессами, которые там происходят. Потому что я появляюсь там не часто, у меня, я не знаю, ну, чтобы между командировок максимум недели 3 проходит. Вот, когда я могу там где-то поучаствовать в процессах, а так постоянно в разъездах, там съемки и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы пригласили на работу еще девочку одну, которая будет тоже ведущей у нас на канале. Она здесь, в Питере живет. Вот, но она будет заниматься немножко там другими съемками, связанными с природой. То есть, там... Ты все-таки потихонечку становишься вилсакомом, да? Конечно. Когда тоже появляются люди, которые Конечно. будут что-то вести на твоем канале. Ну, потому что ты один охреневаешь, но ты не успеваешь всем заниматься. Физически это сложно очень. Ну и плюс по мастерской, да, это отдельный коллектив, который пока еще на стадии формирования. Ну, вот. Как ты ищешь людей вот в этот отдельный Это вот какой-то. Это очень сложно на самом деле, потому что специфика работы, то есть людей с таким опытом нет. То есть надо учить с нуля. Да. выращивать? Вырастил и такой, потерял. а где вот искать, понимаешь? Ну вот где? То есть нужен человек, задача которого будет склеить нож, да, вот собрать его. Вот ты его склеил, собрал, и после этого его зажимаешь в специальные тиски и руками вот эту вот рукоятку полируешь. Вот где искать такого? По идее, это любой человек может делать. Но Полировщик рукояток, да? Да, где искать? Из какой сферы, понимаешь? Ну, то есть это непонятно. Ты ищешь там, допустим, программиста, понятно, у тебя сфера IT, пошел искать, да, там еще что-то, ну и так далее. Вот как? Кто хочет заниматься полировкой ножей, обращайтесь. Ну да, нет, как эта специальность должна называться, типа... Сборщик-полировщик. Ну, да. Сборщик-полировщик, ну просто... Ну, вот Их нету. Нюансы, понимаешь? Или там металлообработка, да. Металлообработка, ну вроде как бы понятна сфера. А это же все руками делается, это не на станке. То есть это, ну вот опять где искать, кого искать? Это либо дано, либо не дано, опять же. Придет человек, который всю жизнь простоял около станка, занимался металлообработкой, возьмет руками, у него ничего не получится. Ну да, тут слесарь, кузнец, кто он? Ну то есть вот это прям проблема определенная присутствует. По поводу производства ножей, вот, да, завершая. Есть ли в 2023 году смысл открывать свое производство ножей или это уже все? Есть. Просто я смотрю обзор выставки «Клинок», мне кажется, что столько производителей, что... Их много, но они все продаются так или иначе. Понимаешь, есть смысл открывать, но ты должен чем-то выделиться. Ну а за счет чего ты выстрелишь? То есть ты новенький. Других пацанов уже знают, они там на клинки ездят там по 10 лет, допустим, по 20 лет, да, их в Ютубе там так или иначе снимают.
есть у них есть какое-то имя, а ты новенький, и стоишь с таким же ножом рядом. Почему человек должен у тебя купить, а не у того, кого он знает? Искать фишку, ищите идеи, и они обязательно. Либо заходить в ту нишу, где маленькая конкуренция. А где маленькая конкуренция сейчас? Ну, я имею в виду в ножевой нише. То есть, допустим, я не знаю, ну, бушкрафт ножи, например, да? Вот. Вот что это такое бушкрафт? Ну, лес. Это... Не парься. Да, это природа, в общем, все связано. Ну, туризм, природа. Туризм, простыми Да. словами. Да. Вот есть там категория бушкрафт ножей. Вот. У нас их делают немногие. И здесь можно как бы потолкаться с одной стороны. Но с другой стороны, здесь есть там какой-нибудь бивернайф, который и американцев с англичанами тоже с точки зрения этих ножей, которые изначально родоначальники. И попробовать с ним потолкаться здесь именно в этой категории, но это будет очень непросто. Ладно, спасибо большое. Вроде бы все, да, обсудили? Да. Всё. Спасибо большое. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо, парни, было круто. Это был подкаст «Лазеркат». Спасибо большое, что смотрели. Пишите свои вопросики в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующих сериях. Пока. Пока. Мы сегодня попробуем что-нибудь поделать на его ножах с помощью наших станков. Да, обязательно. И мы даже постараемся, чтобы у нас ролики как-то одновременно вышли, чтобы вам было интересно посмотреть первую и вторую серию. Ой, ну это вряд ли мы так долго делаем видео. В сентябре. Да, где-то к сентябрю. Да шучу. Да не. Настолько долго. Да. Не-не, ну это длинное видео, нам надо все посмотреть что-то.